В общем, потрескался и стал лохмотьями часть вала ламинатора. Я оторвал то, что залохмотилось, стал выглядеть вот так. Пошел к мастеру спросить, которому доверяю, можно ли поменять вал. Он сказал, что можно, но не советует, поскольку на рынке присутствует только некачественное производство одной определенной стороны, которая полетит через 2-3 месяца. Естественно, это было неинтересно, и решил сделать. Сейчас вот идет разборка у меня. Всегда советую фотографировать разборку. Здесь было просто, но когда что-то сложное, это может сэкономить время при сборке. Процедура разбора. Никакого видео о ремонте таком я не нашел на ютубе. Почему, собственно, и снимаю. Единственное, нашел где-то упоминание на форуме, что можно замазать красным герметиком. Я строительно нашел вот этот герметик красный. Причем он лежал отдельно, это мне пришлось спрашивать продавца, есть ли вот такой. То есть красный термостойкий герметик. Производство, скорее всего, Германии, потому что описание только на немецком и на украинском, и нигде нет указания, кто производитель. Страна имеется в виду. Ну, нанесение идет вот постепенно на этот вал. Вот он нанесен. Намазывал я пальцем, потом объясню почему в процессе, когда будет видео показано. И оставил подсыхать на 2 дня. На всякий случай. Вот так идет обрезка. То есть обрезка идет постепенно. Я пробовал скальпелем и лезвием. Лезвие мне больше понравилось. То есть я все обрезал лезвием. Может немножко трудоемко, неудобно, но так было проще. Вот он, первичная обрезка. То есть первый раз я срезал всякие возможные рытвины. Где-то может не так осталось, не так подсохло. Потом еще наносился герметик и еще раз подсыхалось и обрезалось. И когда проверял уже окончательно, обнаружил, что в процессе, вот когда валы крутились, что у меня пузом вздута и вторая сторона. В итоге я обрезал вдоль вздувшиеся и срезал где-то полсантиметра примыкающих к нормальной прикрепленной поверхности. И завернул то, что у меня было вздуто вот так вот. И потом начал замазывать, наносить герметик в эту вздувшуюся. Теперь объясняю, почему пальцем. Я вначале попробовал, как стирается герметик со всяких поверхностей. Нормально тряпочкой стирается, пока свежий. Но пальцем можно легко загнать вот в эти вот щели, которые примыкают, чтобы выдалить весь воздух. Чтобы не оставалось никакого воздуха. Естественно, вначале заносится вот в эти щели. И потом поверхность покрывается вся. Ну, то есть и вот так вот постепенно оно все делается. И потом на сам вал наносится. То есть вот он уже готовый, полностью нанесенный. За качество, извиняюсь, снималось с телефоном. И телефон часто на том же валу стоял. Сейчас, по-моему, даже упадет его. И было неудобно. И вот так, то есть обволакивается эта поверхность, которая родная. И потом прижимается. Прижимал я... То есть попробовал так оставить, она отходит пока мягкий, и в итоге сделал скотчем, примотал, зафиксировал. Думал, потом надо будет обрезать, но было довольно просто. И поверхность, которую вот оставлял, вырезал полсантиметра, и потом она замазывалась, чтобы была ровная, то есть размазывалась. То есть это уже снятый скотч, снимался очень легко, предварительно. И потом вот стыки еще раз промазаны были герметиком. Это вот окончательная просушка после замазки вторичной. И потом опять идет обрезка. То есть обрезанная и готовая нормально заламинированная работа. То есть листик. И потом уже были и заказы на него. И вот как крутится, но это еще первая сторона. Это еще до первичной обрезки прокручивания. Единственное, что стоит напомнить, что вот когда включал, вначале как бы вот дымок пошел на половинной прогреве, это выгорали какие-то там оставшиеся в этом. То есть он чуть-чуть нагрелся, пошел дымок, я выключил. Потом он простоял 2 часа, я включил повторно, уже дыма не было, был запах. То есть, выгорает, остатки какие-то в герметике выгорали. Вот, в принципе, и все. Если что нравится, ставьте лайки. Извиняюсь за видео, первое видео, которое я делаю.